Каждое утро в квартире на 6-м этаже в Тбилиси у Лии начиналось одинаково: легкий зуд в носу, чихание сначала одно, потом два, затем 10-15 подряд. Так продолжалось уже почти 3 месяца. Сначала она думала, что это сезонная весна, пыльца, потом лето, пыль. Но и в августе, и в сентябре чихание не прекращалось. Лия была упрямая и самостоятельная. Работала флористом, собирала букеты, украшала залы, ездила на свадьбы. Работа требовала аккуратности и свежего вида, а постоянное раздражение в носу мешало. Люди косились на нее, задавали вопросы, она отмахивалась. Покупала антигистамины без рецепта, меняла подушку, ставила увлажнитель, перестала держать дома цветы. Все безрезультатно. Иногда чихание будило ее ночью по 10 раз подряд. После таких приступов она лежала с колотящимся сердцем и звоном в голове. Наверное, это стресс, пыталась она себя убедить. Но как справляться, если тебе неловко на людях, если работа страдает? Однажды клиент из отеля сказал прямо: «Ты чудо, Лия, но мы не можем рисковать здоровьем гостей. Пожалуйста, займись собой». Это стало поворотным моментом. На следующий день она записалась в клинику рядом с ботаническим садом. Коридор был полон людей: дети с насморками, пенсионеры, туристы. Доктор оказался молодым и доброжелательным. Он осмотрел ее нос и сказал: «Выглядит как аллергия. Пропишу сильные антигистамины и промывание. Приходите через неделю». Лия ушла с надеждой, но лекарства не помогли. Стало даже хуже. Зуд приходил внезапно, будто что-то шевелилось внутри. А она вернулась к врачу. Он позвал коллегу, тот тоже ничего не нашел. Тогда предложили сделать КТ. Сканирование прошло быстро. Когда врач увидел снимки, его лицо изменилось. Он молча вышел из кабинета. На следующий день позвонили: лучше прийти очно. Лия сидела напротив врача, когда услышала: «У вас в носовом проходе растет зуб». «Простите», — переспросила она. «Самый настоящий, ретинированный, то есть не прорезавшийся. Он растет внутрь, в сторону носа. Такое бывает редко, но задокументировано». Зуб мог вызывать раздражение слизистой, зуд, слезотечение и бесконечное чихание. Мы можем удалить его хирургически, через нос. Быстро восстановитесь. Лия согласилась сразу. Через 2 дня ей провели операцию. Зуб был длиной 13 мм и напоминал крошечный клык. На 3-е утро после операции она проснулась без зуда, без чихания, без боли. Мир стал другим, спокойным, ясным, чистым. Она вернулась к работе, и ее первый букет был белоснежным розы, фрезии, лилии. Символ очищения. Позже она рассказала подруге, и та рассмеялась: «У тебя был зуб в носу? Это сюжет для сериала». «Да», — ответила Лия, — «только это не сериал. Это была моя жизнь». Самое важное, что она поняла: нельзя терпеть, когда тело кричит о помощи, даже если кажется, что это просто пыль. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!